Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Я в Ашане авиапарк. Тут появилась раскраска «Миллион русалок». Решила полистать. Но, знаете, того, что у меня есть, тут Лулумая, мне вполне достаточно, так что брать не буду. Я в Ашане Марьина Роща, Капитолий. И решила вам поснимать немножко здесь канцелярию. Давно тут не была. Ну, в принципе-то тут все стандартно. Давайте здесь вот карандаши, блестки. Тут видите кэшбэк на некоторые товары. Берлинга металлик. Да? Металлик или нет? Да, металлик. 309 рублей. Так, что еще из интересного? 95. Акварель перламутровая луч. Так, еще бы переговорить музыку просто. Ну, здесь ничего такого интересного. Скотчи, клей, папки, всякие подставки. А тут бумага. Вот. Что еще? Тетрадки, пеналы. Ну, в принципе, все как всегда. Выкладка другая, да? Маленькие блокноты. Всякие вон с сердечками. Прочее. Ну, как всегда. Наклейки. Вот этих я, по-моему, давно не видела. Раньше покупала. Но мне они сейчас ни к чему. Вот эти я брала по акции, вы их видите иногда у меня. Не знаю, может быть, сейчас уже как-то мне это не надо. А вот еще здесь, смотрите, какая коллекция. Блокнот. Так, вот такой вот он, со звездочками. Прям космический. Ну и получается, что недорого, если это на него ценник. Тут еще что-то такое со звездами. В моем стиле. Решила на ночь пораскрашивать. Точнее, даже полистать раскраску и, может быть, немножко пораскрашивать. Я для себя в таких вот небольших планах отложила пару раскрасочек прямо на ближайшее время. Но, в общем, не знаю, захотелось мне в книге Звелей еще пораскрашивать. Выбрала эту иллюстрацию. Тут вот у меня такой пенал, который мне Ульяна подарила. И я сейчас сюда сложила карандаши. Причем, знаете, как интересно. Я взяла призмы, там 4 штуки, я их взяла целенаправленно под листочки, ну, раскрашивать там. А полихромосы, всякие разные, там вот этот, сейчас покажу еще какие. Вот эти вот оттенки, я их взяла чисто вообще практически наугад, не подбирая. Типа, что получится, то и получится для цветочков. Вот. Ну, а для птички у меня тут еще мастер-класс карандаши. И вот эти вот, то, что Оксана дарила. Брауберг. Ну, в общем, посмотрю, что будет. Начну раскрашивать. За просмотром видео я вот столько раскрасила. Это вот призмы, остальное полихромосы. Ну, Брауберг это вот эти цветочки и птичка. И я, кстати, говорила, вот мне Ульяна подарила такой блендер от Кохенур. И вот он мне очень понравился. Но при этом я сказала, что не поняла. Сейчас покажу, что именно я не поняла. Вот этот карандаш, это, ну, Дервент, короче, тоже типа блендера, что-то такое. Вот, я его не поняла, но сегодня я использовала
полихромосы. И вот на полихромосах этот карандаш отлично раскрылся. Правда, он вроде бы должен придавать блеск, я тут не знаю, освещение не очень. Но то, что он блендерит хорошо, это факт. Так что мне он тоже очень понравился. Просто, да, ко всему нужно свои карандаши, карандашам свой блендер. Как-то так. Ну, а призмы, они есть. Призмы, они прекрасны. Хотя мне на кровати вот не очень раскрашивать я люблю, как бы... Ну, просто сегодня захотелось. Поэтому, видите, немножко есть такие моменты. Я тоже там пройдусь уже завтра за столом. Ну и, конечно, сделаю фон и рамочку. Уже другой день, ну, для меня утро 11:38. Вот. Я думаю, вот здесь пораскрашивать. Просто я сейчас готовлю завтрак, и пока решила что-нибудь такое начать, потому что потом я поеду за новой раскраской, там еще что-то. Да, у меня тут руки в клею, короче, испачканы. Может быть, вот эту раскрашу. В прошлом месяце у меня была вот эта раскрашена. Короче, сейчас буду выбирать. По итогу выбрала вот эту иллюстрацию, здесь хоть птичек нет. Ну, либо вот эти сейчас использую, скорее всего, карандаши. Ну, потом сделаю включение, покажу вам. Пока готовился завтрак, я вот один листочек успела раскрасить. А у нас на улице град, дождь. Поэтому возможно, что я не поеду никуда сегодня забирать свой заказ. Ну, значит, завтра меня будут ждать аж в 2 местах 2 раскраски. Ну и плюс мне еще для компьютера кое-что надо. Вот что значит, я соскучилась по раскрашиванию, несколько дней не притрагивалась к раскраскам и, в общем, на одном дыхании все сделала. Но тут еще остался фон, и потом уже, когда будет фон, я где-то что-то, может быть, доработаю. Ну, вот здесь еще надо стелить, но это вот я сейчас так разом все раскрасила. Пока у меня есть время, желание и так далее, я взяла раскраску, которую мне когда-то подарила Оксана, вот эту мандалы, и выбрала вот эту иллюстрацию. Сейчас раскрашу. Давно я что-то мандалы не красила. У меня будут вот эти фломастеры. Я просто их схватила, первые попавшиеся, вот ими и раскрашу. Я фикс прайс, тут за 55 рублей, ручка-заколка. Ну, вообще прикольно. Я пораскрашивала сегодня утром. У меня есть такая раскраска, там, где даны примеры, показаны варианты раскрашивания, типа штриховка и всякое прочее. И я как-то сидела и, в общем, решила, что можно так попробовать. Вот. Так, где у меня тут? Раскрашенная иллюстрация там. Так, что я ее не могу найти. Куда-то она от меня запряталась. Вот. Ну вот я то, что показывала, я использовала фломастеры и маркеры с блестками, как видите. Вот, всякую штриховочку использовала по-простому. Ну, это не в смысле, что мне было лень. Да, здесь не пропущено, это именно штриховка. Мне было не лень, я с удовольствием раскрашивала, но я штриховала, ставила всякие точки, полосочки и тому подобное в основном. Вот. Ну, имеет место быть. Это, в конце концов, нестандартная мандала, поэтому я считаю, что нормально как-то так, необычненько и живенько. Это вот у меня были, которые фломастеры Кариока Джой, немножко еще каких-то и из фикс прайс металлики. С обратной стороны, в общем, ничего не протекло, все как бы нормально. Вот здесь вот протекло, это вот с этой стороны. Это были фломастеры из фикс прайс, которые 56 цветов, вот такие вот. Но и то, в принципе, это нормально.
Так, ну и теперь давайте я покажу вам свои покупки. Ну, я, собственно, я забрала одну раскраску вчера, одну сегодня. Влог вы увидите завтра. Но сегодня у меня уже вышел обзор на вот такую раскраску. Я ее у Виолетты подсмотрела. Виолетта показывала видео о своих подарках на день рождения и показала вот такую раскраску. И вы знаете, я уже рассказывала в обзоре, что я ее, когда увидела, я тут же закрыла видео и побежала искать ее. Ну, как бы она есть и на Wildberries, и на Озон. На Wildberries она стоила подешевле, я ее, в общем, радостно заказала. Причем я сразу полезла на Wildberries, потому что мне это полюбас удобнее. И, знаете, вот реально, как во сне, я просто быстро добавила в корзину, оплатила и все, и просто уже ждала, потому что заказана она была там 3 числа, написано, что придет 5. Обычно со склада Каледина идет ну, на следующий день. Но у нас сейчас через Новокосино, почему-то из Каледина в Новокосино, поэтому как бы день теряется. Ну да ладно, я прям очень ждала, я не знаю, я ее когда получила, мне ее хотелось просто обнять и в пляс пуститься с этой раскраской, я не знаю, но она такая классная. Вот я говорила, что я уже не думала, что меня можно чем-то таким удивить, но она настолько вот такая живая, теплая, позитивная, добрая, ну вообще. Обзор, в общем, есть на моем канале, но вот, ну посмотрите, какое чудо. Короче говоря, сегодня же и в этом видео, наверное, я начну. Другой вопрос, что результаты, скорее всего, вы увидите уже в конце месяца. Может быть, какие-то единственное, что промежуточные варианты в каких-то следующих влогах, возможно. Но начну я сегодня на камеру. Но это просто что-то. Я вот поняла, что это реально моя раскраска. Хотя я на полном серьезе не собиралась больше ничего покупать, ничего заказывать. Вот, ну, потому что, в принципе, у нас выходит все одно и то же, неинтересно. Вот, а иностранные раскраски тоже как бы, оно можно было бы, но я не знаю, тоже смотришь, и вроде где-то что-то нравится, а вроде думаешь, ну, в общем, как-то так. Так что мы ее сегодня обязательно начнем. Это Надя Арман. Вообще, раскраска с троллями Моня и Муня. Класс. Ну и еще одна раскраска, я ее вчера забрала с Book24, это «Круг жизни». У многих она уже есть. Изначально, вот когда она только вышла, девочки там снимали обзоры, я почему-то не хотела эту раскраску, абсолютно вообще ее не рассматривала к покупке. А тут несколько раз я заходила, ну хотя мне нравилось, как другие девочки раскрашивают, все такое. А тут я зашла несколько раз в Леонардо, покрутила ее в руках. И вы знаете, я поняла, что я хочу эту раскраску к себе в коллекцию. Вот. Но я могла ее в магазине Леонардо взять вообще бесплатно, не заплатив за нее ни копейки. Ну или я не знаю, правда, сколько она там стоила, может быть, там что-то пришлось доплатить бы. Ну, короче, не знаю, но у меня частенько бывают сертификаты на 500 рублей подарочные, поэтому вот. Но я ее раз покрутила, поняла, что понравилось. Потом вот мы с Ульяной, когда встречались, гуляли, тоже я ее порассматривала, эту раскраску. Тут, конечно, оформление, как видите, ну, вы знаете, да, глянец, матовое, все как я люблю. Да, кстати, я пока не забыла, вот эта раскраска, но я показывала в обзоре, пришла вот в таком пакете, что очень удобно на зипе, то есть вообще, честно говоря, все бы так приходили бы заказы, потому что «Круг жизни», ну, Book24, вы знаете, использует кучу этой пленки, просто страх и ужас. Все нервы вытрепишь, пока ее размотаешь, да еще, не дай бог, раскраску попортишь или сама порежешься. Вот. А это очень удобно. Я, пожалуй, ее так и буду хранить в этой упаковке. Вот здесь, видите, тоже этикетка. Ну так вот, и
я все-таки поняла, что хочу эту раскраску. Я еще тогда Ульяне сказала, как говорю, Бук24 отсыпет мне еще бонусов, я ее возьму. Единственное, что у меня была возможность, я упустила. Они мне дали бонусы, они действовали, по-моему, или 7 дней, или 14 дней. И один раз я раскраску добавила, когда она стоила 300 с чем-то. И я не знаю, что мне... Я решила подождать. Потом она стала стоить 400 с чем-то. В общем, по итоге со своими бонусами она мне обошлась в 245, что ли, рублей, как-то так, или 247. В принципе, тоже неплохо, но это не самая лучшая цена. То есть, если бы я заказала ее чуть пораньше, она бы мне вышла еще дешевле. Ну да ладно. Книжка большая, формат классный. Вот, раскрашивать я начну, скорее всего, с такой вот иллюстрации. Мне очень понравилось. Я, собственно, знаете, сейчас сразу же закладочку сделаю. Вот. Возьму вот такую. На моем канале тоже будет обзор, пусть он уже есть, пусть раскраска не новая, но я люблю, чтобы на моем канале тоже были такие обзоры. Вообще классная она, конечно, здесь прям и порассматривать приятно, и пораскрашивать будет. Вот. А для вот этой раскраски я возьму закладки с Питером. Не знаю, почему-то мне так хочется. Да, и, наверное, нужно сразу выбрать, что я буду здесь, потому что у меня же есть правило на канале, купила раскраску и сразу начала, поэтому буду начинать в этом видео, да, сразу как бы две. Так, что мы с вами пораскрашиваем? Ну, сначала я вряд ли буду начинать, вообще мне вот это очень нравится. Может быть. Очень может быть, что либо вот это. Ой, еще мне здесь все нравится. Ну, или вот, например, вот такая может быть. Но это можно на Новый год оставить. Вот это кайфовая. Тут смотрите, как я люблю грибы. И Мэджику тоже есть где разгуляться. Вот эту бы я пораскрашивала. Ну вот я, наверное, сейчас вот думаю между вот этой раскраской, ой, иллюстрацией, и пока вот еще между вот этой. Хотя, в принципе, вот это прикольно. Но, наверное, я все-таки начну вот с этой. Я только не понимаю, вот это дерево, да, ну это понятно, дерево. Здесь кирпичики. А что вот это? Каким цветом вот это делать? Никак мне непонятно. Раскрашивать это серым. Раскрашивать это каким-нибудь, не знаю, коричневым. Что это вообще? Ну что ж, давайте тогда с этой раскраски и начнем. Я сейчас возьму Magic для начала. Ну, куда же без него, без любимого. И где он у меня, интересно? Что-то куда-то он у меня ускользает. Ладно, сейчас я найду. Мой Magic меня, видимо, боится, потому что он тает на глазах. Он лежал там, где и положено, но, видимо, прятался, типа, оставь меня в покое, а то я, видимо, исчезну совсем. Ну вот куда без него деваться? Без него никуда.
Ну, отлично, здесь карандаш себя прекрасно ведет. Ух, я прям так рада, что раскрасочка у меня. Вот. Это просто вообще что-то. Ну, в общем, а так вот я, в принципе, хотела вот эту и думала все, что больше мне ничего не хочется. Единственное, я сомневалась, брать мне ее или все-таки из принципа воспользоваться строго бонусами, заплатить там рублей 30, потому что, ну, там была еще одна раскраска, которая, ну, в целом меня заинтересовала. То есть не в смысле, чтобы я ее прям очень сильно хотела, вот, но поскольку, ну, бонусом все равно ж неплохо воспользоваться, правда? Вот, я думала, что если на вот эту раскраску не будет скидки, я возьму. Но потом я посидела, подумала и решила, что раз уже я реально хочу эту раскраску, то значит ее нужно взять. Ну, это правильно, она доставит удовольствие. Тубы я тоже раскрашивала, но, во-первых, я думаю, Book 24 даст еще бонусы, и она, скорее всего, будет. И уж за копейки, потому что там придется доплатить рублей 30, это всегда можно взять. Это не проблема. Поэтому я решила, пусть у меня будет вот это. Потому что в тот раз я и так взяла что-то другое, хотя вот эту хотела. Вот. Ну а вот так вот, чтобы действительно там пойти заказать что-то, вот сейчас у меня уже опять же никаких желаний и нет. Потому что издается в основном, да, переиздается постоянно все. Ну, Керби я пока брать не буду. То есть я не говорю, что я его не возьму. То есть вполне вероятно, что я когда-нибудь захочу взять эту раскраску. Но у меня уже нет такого, что вот мне хочется прям вперед ее взять всех. То есть, ну, понятно, если бы я захотела, я бы сделала предзаказ. И вполне вероятно, что как и «Хрупкий мир», мне бы она, возможно, вперед бы пришла, но я просто именно вполне осознанно не стремилась к этому. Потом, может быть, приобрету. Не исключаю, потому что раскраски Керби Розаноса мне очень нравятся. Ну и получается, что сейчас у меня, ну вот кроме этой, есть все. А этот иллюстратор вполне достоин того, чтобы собрать коллекцию, как бы, да. Но если у меня этой раскраски не будет, я вполне это переживу, как бы. Ничего такого. Ну вот смотрите, уже получается иллюстрация прям оживает. Я думаю, что в этот раз видео должно такое поинтереснее получиться. Ну, я всегда стараюсь снимать немножечко как-то по-новому. Здесь даже не сказать, что по-новому, но всего по чуть-чуть. И из магазина, и так. Так, его бы уже неплохо подточить, но поскольку он уже почти заканчивается, мне жалко. Все же это самый лучший Magic из Фикса. Кохенур это уже так на втором месте. Так, и
вот здесь. Ну, там где-то по контуру можно еще берлинга использовать двусторонний, он тоже хороший. Да, вот здесь я так и сделаю, потому что этим карандашом уже трудно подлезть. О, тут еще и полы. Но, кстати, полы, может быть... Нет, но это тоже изделие из дерева, а я именно кахенуровским, как вы знаете, крашу деревья, а вот этим именно то, что уже из дерева сделано. Ну, по цвету так больше подходит. Но вот я думаю, может быть, все-таки этот поэкономить и на пол использовать кахенуровский. Тем более, что по полу ходит, и, ну, грубо говоря, все равно будет странненько, если цвет будет одинаковый, потому что он, даже если, грубо говоря, изначально цвет был одинаковый, то у пола не может цвет со временем не измениться. Нет, ну в сказках все может быть. Вот очень, вообще, мне кажется, не хватает, ну, лично, по крайней мере, мне вот раскрасок вот таких вот, каких-то сказочных, таких вот, чтобы действительно села, не знаю, там вечером пораскрашивать, погрузилась в эту обстановку, расслабилась, как-то вот, не знаю. Так, вот это, наверное, я не знаю, это что? Тоже странненько, не могу понять. Ладно, я это пока оставлю. А здесь я использую, как и собиралась, кахенуровский. Как-никак его у меня много, и всегда можно приобрести еще. А вот с фикс-прайсом, походу, не получится. Хотя, кто знает, вообще странная позиция. Я уже не раз говорила, что позиция у фикса очень-очень странненькая. Но мне бы, честно, хоть я и раскрашиваю как бы уже мэджиками спокойно, но мне бы не хотелось покупать, например, весь набор. Но опять же, закончится, придется покупать. Потому что все-таки даже в маленьком наборе, вот я покупала, да, вот самый ходовой коричневый, потом на втором месте, ну, я бы даже сказала, серый. Он тоже прям равноценно идет, ну, чуть меньше, но все-таки. На третьем месте по расходу это зеленый и темно-синий под джинсу. Очень подходит. Вот. А все остальные, ну, может быть, иногда оранжевый. Но в основном все остальные это так. Побаловаться, где-то какие-то цветочки раскрасить. То есть это не закончится еще очень долго. И поэтому, конечно, покупать наборы, чтобы складировать. Ну, хотя, в принципе, в теории можно было бы с кем-нибудь обменяться. Потому что, может быть, это вот мне кажется, да, там какой-нибудь фиолетовый, розовый не идет. А у кого-то, может быть, он очень идет. Но, с другой стороны, это хорошо, если там, не знаю, в Москве, например, тоже как кто-то, если живет. Потому что, ну, посылать друг другу, это проще уже действительно по цене новый набор купить. Не заморачиваться. Ну вот как-то так. Как-то я увлеклась и
поняла, что надо вообще остановиться, показать вам и начать новую раскраску. Здесь я не буду ничего, ну, здесь у меня вообще, знаете, как бы блендер из Magic из Fix Price, Кахануровский, потом мне еще вот Ульяна дарила, я пробовала сейчас серый карандаш Лира Polycolor, вот, потом и я прошлась кахануровским блендером, вот этим Magic'ом нулевкой. И я не буду ничего полировать до блеска, а вот здесь я прошлась блендером от карандаш, и здесь я уже отполирую, но я здесь еще добавлю немножко либо черного, либо темно-коричневого, потому что, ну, чтобы были тени, чтобы немножко было более объемное. Вот. Здесь тоже блендером от карандаш прошлась, и также пройдусь салфеткой. Ну, кирпичики у меня вообще, честно говоря, я раскрашивала. Я могла взять большой набор брутфунеров и найти там под кирпич цвет, но мне было лень, я вот схватила все карандаши, тут мастер-класс. Вот это дервенты, полихромосы, и один на другой все это нанесла, и вот этим кахануровским тоже подарок Ульяны, спасибо тебе огромное, прошлась. Ну и тут уже дальше буду раскрашивать, но это будет за кадром. В общем, в принципе, мне нравится, иллюстрация оживает. Ну да, нужно будет добавить немножко где-то теней, но это уже все потом, когда вот это все раскрасится, и тогда посмотрим. Ну и теперь я перейду к раскраске «Круг жизни». Иллюстрация, ну, я уже показала, какая будет. Все-таки я решила, что будет именно это. Что касается, чем я буду раскрашивать, я думаю, что здесь будут как карандаши, так и акварель. Акварель я буду использовать вот здесь вот цвет дюны. Вот. А тут, да, тут будут карандаши, а там уже посмотрим, как пойдет дело. Хочется все попробовать. Ну, в общем, да. Скорее всего, здесь я поиспользую, наверное, преимущественно дервенты. Возьму дервент Color Soft оранжевый, 70 номер. Сейчас достану еще желтенький дервент, найду. Ну, хотя я не знаю, может быть, здесь стоит и не акварелью, может быть, вот у меня здесь еще, у меня же много этих всяких дервентов, я брала такие хорошие цвета, поэтому, в принципе, может быть, просто карандашами обойдусь. Но я еще достану вот желтый дервент, потом полихрома, слира, тут то, что может потребоваться, а там посмотрим. Потому что подходящих цветов достаточно. Может быть, даже белый задействую Лира, потому что как-то он у меня лежит просто так. Вот еще подойдет карандаш по цвету. Сейчас я выберу для себя наиболее подходящие. Чтобы, знаете, все было под рукой, можно было повыбирать. О, а для кирпичиков-то мне был больше вот этот нужен. Возьму еще вот этот Color Soft. Тут у меня еще дроуинги. Всего понемножку возьму. Ну, пока что хватит. Чего будет не доставать, тогда уже еще поищу. Ну, вот этот тоже нужен. Так, с чего начать? Сейчас я возьму блокнотик и хочу попробовать вот оранжевый вот этот и оранжевый вот этот. Полихромос поярче. Так. Угу.
Ну, наверное, я сначала пройдусь дервентом вот здесь. Хорошие такие карандаши, прям нравятся. А то, что они мне бесплатно достались в Леонардо, так это вообще классно. Это называется «Я вовремя успела». Сейчас бы они уже подорожали, там 200 с чем-то рублей стоят. И, конечно, надо сказать, что... Ну, просто меньше бы я могла их взять. Ну, а с другой стороны, сейчас я беру пряжу. Сейчас уже все это вообще не интересно. Вот. У меня там ушастый сопит после прогулки. Надо его еще будет покормить. Кстати, про время. У меня еще есть буквально минут 10 на съемки видео. Так. И этот потемнее, может быть, где-то вот здесь вот еще добавлю. Теперь надо будет выяснить желтый какой у меня самый темный. Ну, как-то я так себе это представляю. Немножко еще можно белым пройтись. Вот, мне кажется, здесь это вообще не повредит. Будет просто идеально. Как раз сгладит переходы и сделает цвет прям не ворвиглазным. Здесь у меня будет прям много всяких оттенков: желтый, охра, коричневый, там оранжевый. Так, значит, мой блокнот. Я его взяла для вязания, но по итогу для вязания у меня будет другой. Этот поярче. Этот, мне кажется, какой-то нет, вот так. Так вот, если положить. Наверное, я начну. А может быть, даже я сделаю вот так. Нанесу по контуру Creta Color. Этот вот темный. Потому что он поверх других карандашей не ложится. А я его так чуть-чуть нанесу. И дальше я хочу вот так вот можно растянуть его. Правда, мне кажется, что с лирой как-то он не очень растягивается. Странно. То ли на этой бумаге обычно, в принципе, растягивается всегда. Так вот, что ли, его сделать? Просто странно. Может быть, на этой бумаге такая ерунда творится. Ладно, я в любом случае растяну цвет. И цель достигнута, скажем так. И нужно как-то камеру, наверное, опустить вот так вот. А лучше, как я вот одно время снимала вынужденно с другого штатива. Вот. Примерно так. А дальше взять вот этот. Я, правда, не знаю, насколько это будет видно на вообще иллюстрации, что они разные цвета.
Но с другой стороны, нам же вот есть здесь подсказки, затемнения. И в принципе еще это выручит, наверное. Скорее всего. Наверное, было бы с красками проще, но хочется вроде как и карандашами пораскрашивать. Вот не знаю, такое чувство, что вот выглядит я вот когда на выкраске, нет, ну вообще заметно, конечно. Может быть, еще сейчас другие цвета добавятся, и на общем фоне будет по-другому. Ну, если что меня смутит, значит, я добавлю еще где-то куда-то цвета, и все будет нормально. Потому что есть определенная задумка. Вот, и хотелось бы, чтобы все получилось. Еще немножко вот этого. И я возьму, наверное, охру. Или нет, не охру. Вот, Deep Cadmium попробую. Ой, нет. Что-то я не то посмотрела. И какой мне взять? Наверное, вот этот. А потом воспользуюсь либо белым карандашом, скорее всего. Тут вот немножко. Да, влог у нас получится с вами длинноватый. Но, в принципе, я люблю длинные влоги и знаю, что многие любят. Поэтому всякие должны быть видео разной длительности, чтобы было интересно всем. У меня бывают короткие влоги, чаще всего, как правило, все-таки такие средненькие, минут на 20 с чем-то, на 26, там вот так, плюс-минус. Но пусть будет и подлиннее, правильно? Вот. Ну, пока что как-то вот так. Ладно. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр, за подписки, за лайки. Особенно благодарна тем, кто смотрит через VPN. Вообще отдельное вам спасибо. У меня есть группа ВКонтакте, и там есть кнопочка помочь развитию канала. Если есть желание, то тоже буду очень-очень вам благодарна. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.